Всем привет, друзья! На связи Смарт. И сегодня 10 марта 2023 года. В Харькове сложная ситуация. Уже второй день нету света. Отдельно включают свет в районах. И только Новая Бавария имеет свет. Прежде чем я начну свой рассказ, я хотел бы, чтобы вы поставили палец вверх над нашим видео, оставили комментарий и подписались. Эти кадры улицы гвардейцев, широнинцев, снятые в день блокаута 10 марта. Ситуация в Харькове довольно сложная, люди начинают нервничать, но наши герои обещают дать свет в ближайшее время. Они пытались дать свет ночью. Около 3 часов ночи свет включился. Потом, буквально минут через 30-40, опять погас. И включился уже ближе к 6 утра. И в 9 утра уже опять не было света. Для того, чтобы вам записать видео, мне приходится искать интернет в городе. И я нашел один из таких пунктов. Это пункт незламности на Северной Салтовке, где есть свет, интернет, горячее кофе, чай и все, что необходимое для согрева. Даже несмотря на это все, я пытаюсь сделать кадры отстраивающихся домов на Северной Салтовке. Здесь уже вовсю кипит работа над восстановлением домов после прилетов снарядов и ракет. Также люди постепенно начинают сюда возвращаться. Магазины начинают работать, открываются киоски, овощные киоски, кулиничи. Самое главное, что в Харькове уже дали горячую и холодную воду. Работает отопление. Электричество обещают восстановить сегодня. Также сегодня запитали все важные инфраструктурные объекты. Больницы, котельни, насосные станции. Для того, чтобы городу дать воду и отопление. В городе наблюдаются большие проблемы с интернетом. Мобильная связь практически не ловит. Мобильный интернет не работает. На Салтовке ситуация чуть получше. Многие супермаркеты работают от генераторов. Соответственно, им можно расплатиться картой. На Северной Салтовке ситуация гораздо хуже. Здесь, допустим, АТБ работает без генератора. Пускают по одному человеку, проводят по супермаркету. Пока человек не скупится, то другого человека просто не заведут. В очередях стоят люди. Очереди очень большие. Несмотря на это, в кулиничах можно купить хлеб. В магазинах проблемы с хлебом существуют. На моей памяти это самый долгий блокаут в городе, так как света максимум не было 6-12 часов. А тут уже света нет второй день. Ситуация в области куда лучше. Кроме Волчанского и Купинских районов дают свет. Мерефа, Лозовая, уже есть свет. Вчера там были большие проблемы с этим. Также хочу заметить, что люди пользуются пунктами незламности. Там есть свет, интернет. И очень много людей находятся в пунктах незламности для того, чтобы зарядить свои телефоны, пауэрбанки.
Критическая инфраструктура Харькова работает на альтернативных источниках питания. Однако без света остаются 470 тысяч абонентов города. Об этом сообщил харьковский глава Синегубов в новостях. Это к вечеру на 17:30. Подключена вся критическая инфраструктура города. Это водоканал, очистительные сооружения и так далее. Сейчас уже фактически в ручном режиме пытаются подать воду во многоэтажки. Ситуация очень трудная. По мере ликвидации последствий вражеских атак мы возобновляем электроснабжение поквартально по городу Харькова. Сейчас очень трудно делать прогнозы. И энергетики делают все возможное, чтобы у нас был свет к вечеру или до конца сегодняшнего дня. Также, помимо всего того, что происходит в Харькове, сегодня звучит целый день воздушная тревога. Очень не хотелось бы, чтобы российская армия опять ударила по Харькову в тот момент, когда наши энергетики делают ремонтные работы. Да и вообще я не вижу смысла в том, чтобы уничтожать нашу энергосистему, так как они делают только хуже нам, мирному населению. Как они это оправдывают? Кого они этим хотят запугать? Ведь народ этим не запугать. Жаль, что после этого всего, скорее всего, Харьков снова будет во мраке, и улицы Харькова будут снова без света. И опять, наверное, вернутся отключения в городе. Это очень плохо, ведь люди уже настраивались на нормальную жизнь. И напоследок хотелось бы сказать, что в Харькове все так же продолжается переименование улиц. И не только улиц. Сегодня жители Харькова выбирают название нашему вокзалу. Лично мне кажется, что Южная железная дорога так и должна была бы остаться. Но предлагают уже многие другие варианты. И люди начинают голосовать другие. На этом у меня все, друзья. Пожалуй, это самые 2 страшных дня в этом году. Надеюсь, что в этом году больше не будет таких страшных дней, когда ты сидишь без света и думаешь об одном: как подогреть еду, как приготовить себе еду, где найти горячую еду. Это все ужасно. Ну, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии. Оставляйте свои пожелания. Всем спасибо. Всем пока.